Обновленный капот, модернизированная решетка радиатора и двигатель объемом 1,5 литра. Вот практически весь список новшеств, которые могла предложить новинка от тольяттинского завода в начале 80-х, получившая народное прозвище «Лада Семерка». Люксовую версию «Жигулей» представили спустя год после выхода модели 2105, и она значительно отличалась от предшественника. Весной 1982 года в автосалоны поступили первые ВАЗ-2107, которые вплоть до 2014 года выпустили тиражом более 3 миллионов экземпляров. Советские версии этих машин особенно ценились. Заводское оборудование еще не было изношено, что позволяло выпускать качественные автомобили. Кроме того, семерки того времени оснащались такими опциями, которые сегодня не часто встретишь даже в современных авто. Салон из настоящего велюра, включающий сиденья и дверные панели, а также фароочистители с дворниками. Однако критика тоже имела место, в основном из-за высокой цены. В 1991 году стоимость семерки достигла 9700 рублей, что было дороже, чем Москвич 9600 рублей, и даже модель 2109 девятка, которая стоила 9100 рублей. Несмотря на это, даже спустя десятилетия после того, как последний ВАЗ-2107 сошел с конвейера, эта модель продолжает пользоваться популярностью на вторичном рынке. За ее простоту, неприхотливость и ремонтопригодность ее до сих пор активно эксплуатируют даже в глубинке. Многие автолюбители давно просят вернуть классику в производство. Простую, надежную машину без сложных и дорогих функций, которые зачастую излишни для ежедневного передвижения. Однако новые времена требуют новых подходов. Вместо велюра и стеклоочистителей современные потребители предпочитают экраны, навороты, мощные двигатели и автоматические коробки передач. АвтоВАЗ учел это и не оставил идею выпуска обновленной семерки. К счастью, от попыток возродить Жигули в виде неоклассики отказались. Современные условия изменили взгляды руководства, и вместо этого завод решил сосредоточиться на более актуальных трендах, включая окитаивание. Теперь вместо привычной лады на решетке радиатора можно увидеть символ X, а в названии нет знакомых букв. Все потому, что это новый суббренд АвтоВАЗа X-Side. Прошлогодняя попытка создать новую пятерку под именем Lada X-Cross 5 оказалась неудачной, и вскоре появилась новая модель X-Cross 7, собранная на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Автомобиль доступен в двух комплектациях: Техно, цены от 2,5 миллионов рублей, и Enjoy от 2 миллионов 640 тысяч. Тем не менее, возникает вопрос: разве этого мы хотели? Ведь это всего лишь еще один китаец, Chery Tiggo 7 Pro, с турбированным двигателем и вариатором, которые не слишком популярны среди российских автолюбителей в бюджетном сегменте. Однако хитрость АвтоВАЗа заключается в том, что на новинку будут устанавливать относительно невысокие цены. Благодаря использованию схем с утилизационным сбором и другим надбавкам, цена на X-Side X-Cross 7 будет ниже, чем на аналог от Chery. Но на кого же рассчитан этот проект? АвтоВАЗ стремится проникнуть на рынок кроссоверов, где у завода пока нет собственной модели. Одновременно с этим компания планирует загрузить завод работой до тех пор, пока не будет создан собственный кроссовер, испытания которого уже идут. Однако, когда появится этот новый автомобиль на базе Весты, пока неизвестно. Российский автобренд X-Side сообщил, что марка впервые смогла реализовать более 1000 автомобилей за месяц. Всего с момента старта продаж в мае в Российской Федерации реализовали 2359 кроссоверов X-Side X-Cross 7. И кстати, X-Side X-Cross 7 локализован хуже, чем Солярисы, но рекомендован для чиновников, а Солярисы нет. Может быть, лучше было бы вернуть классическую семерку, которая до сих пор востребована?